Всем привет! Меня зовут Юра Волков, я шеф-кондитер. И сегодня мы с вами здесь, на моей кухне, будем готовить крем-брюле. Это будет классический испанский крем каталана. Ну, по составляющим. Только не будет там цедр. Не люблю я цедр, апельсина, лимона в креме, но будет ваниль. Итак, нам для приготовления крема понадобится. Идем смотрим. Значит, так, это сливки. Жирные сливки, больше 30%. Здесь у меня 35%. Молоко. Любой жирности. 6 желтков. 60 граммов сахара. И у меня сегодня ваниль будет экстракт. Ваниль — это натуральная ваниль с семечками. Вы потом это увидите. Или это где-то примерно столовая ложка ванили, или примерно 1 стручок на этот объем. Вот. А по ходу будем вам рассказывать, что как сделать, чтобы получилось очень круто. Итак, поехали. Первым делом мы смешиваем молоко со сливками. Можно сразу в сотейник взвешивать и молоко, и сливки. Нам нужно 200 граммов молока и 200 граммов сливок. Это мы ставим кипятиться. Все это дело кипятим, доводим до кипения. Пока оно греется, мы смешиваем желтки и сахар. Так надо было. Смешиваем желтки и сахар. Просто венчиком. Просто перемешали желточки и сахар. Теперь мы ждем нашу молочно-сливочную смесь. Вот доводим до кипения, чтобы оно прям все закипело. И берем, за один раз выливаем все в желтки. И перемешиваем. Все, легонечко перемешали. Теперь добавляем сюда, когда она уже подостыла, экстракт ванили. И точно так же перемешиваем. Итак, мы все подготовили, но у нас осталась пенка на поверхности нашей крем-брюле. Она нам не нужна, мы сейчас ее уберем. Плюс, когда мы вливали кипящую смесь в желтки, перемешивали, темперировали желтки, там могло что-то свернуться из них. Нам нужно это отцедить. Для этого у нас есть сито и наша смесь. И мы ее просто аккуратненько через сито пропускаем. Белок у нас был, вот видно сразу. Белок был, он свернулся. Вот желточек подсвернулся. Поэтому я всегда рекомендую вам процедить. Тем самым вы, во-первых, уберете пенку. Тут осталось чуть-чуть, но это как бы ерунда. Я вам покажу, как ее потом убрать. Потому что когда я толстый слой, это тяжело. Все, теперь нам эту массу нужно разлить по нашим креманкам. Вот такие вот у нас креманки. Вы можете использовать любую чашку, ну желательно фарфоровую, да, чтобы она у вас в духовке не лопнула. Ну или есть такие специальные рамекины, креманки для крем-брюле. Итак, я буду делать это все через весы, чтобы у меня было одинаковое количество крем-брюле и он бы выпекался равномерно. Да, то есть сколько нальем? Давайте посмотрим, что такое 100 граммов. Вот как раз. Вот 100 граммов крем-брюле. Отлично. Так. Смотрим, у нас тут небольшое количество пенки есть на нашем крем-брюле. Ее нам нужно убрать, все вот эти пузырики. Как это делается? Мы можем взять шпажку и, тыкая шпажкой, все уничтожать. Или можем взять вот такую штуку. Такую штуку называется, это газовая горелка. Просто взять и очень аккуратненько пройтись. Видите, как пенка, хоп, и нету. Вот. Крем-брюле. Вот. Теперь нам нужно разогреть нашу духовку где-то до 110-120. Вот у меня с вентиляцией я поставлю 110. Если у вас без вентиляции, то 120. Отпекаем мы на водяной бане. Как? Я вам сейчас показываю. Вот мы берем. Видите, как я подготовил?
креманочки стоят в гастроемкости. Вы можете взять форму для запекания какую-нибудь, или там для заливного, для, как он называется, холодец. Вот, и сделать из этого. То есть, но водяная баня нам нужна. Для чего? Для того, чтобы крем запекался бы в печке не агрессивно, быстро, а медленно. Температура бы ему постепенно, вода бы передавала температуру, и он бы прогревался бы весь равномерно, а не так, что печка дует, он здесь уже запекся, здесь еще сырой. То есть тут нам обязательно нужна водяная баня. Водяную баню, когда мы заливаем обязательно горячей кипящей водой, да, чтобы вода там у нас не разогревалась, не тратила наше время, а сразу бы пошла в печь. Теперь аккуратненько вливаем эту воду сюда. Не нужно заливать в крем-брюле, там и так достаточно уже массы. Заливаем мы примерно, чтобы вот половина креманки была бы в воде. Так, теперь мы берем фольгу. Я делаю всегда двойной слой, мне так нравится больше. Если вам нравится больше один слой, делайте в один слой. Нравится в 3 слоя, делайте в 3. Но ни в коем случае не делайте в 4. Это слишком много фольги. Вот, закрываем, плотненько здесь закрываем, да, чтобы нам ветер наш не фольгу эту не расплескал. И делаем дырочки. Чтобы лишний пар уходил. И на наших крем-брюлешках не образовывался бы конденсат. Для чего мы их закрыли? У нас вентиляция там есть. И эта вентиляция может нам подсушить сверху корочку на крем-брюле. Очень неприятную, которая может прилипать к зубам. Катастрофа. Чтобы этого не произошло, мы закрыли ее фольгой. Но если мы нашу фольгой закроем и не оставим ни одной дырочки для выпуска влаги, то вся влага, испарившаяся из нашей бани, она сядет на крем-брюле, и тоже будет не очень круто. Поэтому лишняя влага уходит, ветер не заходит, спокойно греемся. Так, все, ставим в печь. Не болтаем, да, чтобы не залить в наши крем-брюлешки. Все, прошел час. Ну, мы добавляли еще 15 минут. Давайте достаем наш крем-брюле. Оп. Вот наш крем-брюле. Видите, он уже такой, все, центр у него схватился. Он уже не жидкий. Но мы его оставляем остывать под этой штукой. При комнатной температуре он должен полностью остыть, а потом в пленку и в холодильник, чтобы он там еще этот час простоял. Все, давайте увидимся с вами уже, когда надо будет делать из него брюле. Пока мы делаем крем, брюле будет потом. Так, ко мне присоединилась помощница Алиса. Привет. Это Алиса. Крем-брюле наш остыл, он постоял у нас в холодильнике. Вот видите, все, застывший, хороший крем. Теперь мы будем его карамелизовать. Делать будем из него брюле. Для этого берем тростниковый сахар. Можете взять и обычный, но обычный может сгореть, а тростниковый не сгорит. Так, посыпаем. Посыпаем, я вот так вот делаю, стоя здесь. Я посыпаю, везде этот сахар у меня прилипает, я его сбрасываю. И теперь мы будем карамелизовать. Делаем из крема брюле. Вот и все. Вот наш крем-брюле готов. Сейчас он чуть-чуть у нас остынет. Давай, подходи, ешь. Прям берешь ложкой, копай его. О, Алиса, корочку-то возьми. Вот. Дай я попробую.
Дай-ка я попробую. О, прям как я люблю, чуть-чуть прогрелся. Это бомба вообще. Ну, это мой любимый десерт. Крем-брюле каталана. Но без цедры, только ванильный. Короче, супер. Готовьте, наслаждайтесь, радуйте себя, близких, своих знакомых. Это очень просто. Самое долгое – это время в печи. Все остальное, ну, вы видели, да, это все моментально. Приятного аппетита. Ставьте лайки. Подожди. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Все, ждем вас снова. Всем пока. Пока.